Здравствуйте, стрельцы! У нас прогноз для вашего знака зодиака на первую половину октября. Давайте посмотрим по всем сферам жизни, что вас ожидает с 1 по 15 октября. Мы коснемся вашего настроя, ваших ожиданий. Также посмотрим, что вас ждет в отношениях, в работе, в карьере, в бизнесе, в финансах. Получим совет от Таро и советы от оракулов. В конце расклада у нас будет маятник, который ответит на ваш вопрос «да» или «нет». Стрельцы, первая половина октября. Ваш настрой, ваши ожидания, что вообще у вас будет происходить в начале этой недели. Так, сейчас подвину. Не недели, в начале этих 15 дней, в середине этих 15 дней и в конце. Что вас ждет в любви, в отношениях? Первая карта для тех, кто в отношениях или в браке. Вторая для тех, кто в поиске любви. И третья карта для тех, кто в ссоре или кто расстался. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость, что у вас происходит, будет происходить. А для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы в начале этих 15 дней. И в конце. Совет или предупреждение от Таро. На дне колоды у вас 8 кубков. Так, ну 8 кубков может говорить в позиции с королем кубков. Здесь может быть какое-то недопонимание в отношениях с королем кубков. Это может быть для женщин любовный интерес. А также это может быть какой-то родственник, ну, там отец, сват, брат, может быть для кого-то это сын. У мужчин это может быть компаньон или друг. Здесь может быть или разорванные какие-то отношения, дружеские, бизнес-партнерства. Или здесь предложение от этого короля, вы куда-то с ним уезжаете. Это может быть переезд с места на место, да, принятие решений. Здесь или разлад, крупная ссора, или здесь наоборот, принятие вместе какого-то решения. Но в любом случае 8 несет перемены. Кто-то уезжает, кто-то может уйти с работы, кто-то наоборот может какой-то договор заключить. Но тут нет, 8 это наоборот. Это расставить все точки над «и» и пойти разными путями. Да, шут, обновление. Тут или переезд, уезд, переезд, или здесь что-то связано с работой. Потому что для тех, кто в поиске работы, 5 это вообще нет работы. Это, то есть тут не только работы нет, тут нет даже и перспектив. Может быть, вас кто-то куда-то приглашает, и вы принимаете решение уезжать. Причем это может быть очень неожиданно для вас. То ли звонок поступит, то ли какое-то, может быть, приглашение. И вы прям срываетесь с места. Так, давайте еще Ленорман я посмотрю. У кого-то может быть здесь, у женщин может быть развод. Развод, потому что, ну, тут, скорее всего, конфликт, ссора, очень бурное выяснение отношений. И туз мечей может говорить, что вы принимаете решение подать на развод. Или расстаться, конечно, если вы не в отношениях, а в браке. Так, сюрприз, неожиданность. Ленорман. Стрельцы, первая половина октября. А вот смотрите, тучи, да, что-то неясное, какое-то замешательство. Также это какие-то трудности, недопонимание, может быть, в отношениях.
Башня может говорить о судебных делах, то есть, может быть, это подача на развод и дорога, да, и вы расходитесь в разных направлениях. А для кого-то ожидание. Тут или непонятно, решится, не решится вопрос, может быть, по работе, или здесь ваши были колебания. Может быть, это нахождение работы, но опять нужно куда-то уезжать. Дорога. Но эта дорога дает вам какие-то новые возможности, новые перспективы. То есть от вас потребуется здесь какое-то решение, которое полностью поменяет вашу судьбу. Будь то это отношения, может быть, для кого-то здесь переезд, а может быть, смена места жительства. Ну, тут еще для тех, кто в браке, восьмерка, тут получение каких-то хороших новостей. Мы сейчас еще уточним. Потому что вот в начале октября вы что-то ждете. Вы ждете то ли какого-то приглашения, которое поможет вам отправиться в дорогу. Это может быть приглашение о работе, приглашение о каком-то бизнес-партнерстве. Или здесь карта говорит, вы планируете вот какое-то расширение. Это может быть расширение ваших владений, то есть это может быть покупка участка земли, на котором вы собираетесь построить дом. Вот туз жезлов, да, это новое что-то, строительство, или это дорога. А иногда тройка говорит, человек сидит на чемоданах и ждет приглашения, чтобы отправиться, но может быть от какого-то короля. Кто-то здесь планирует, может быть, расширять, например, свою работу, какие-то новые направления выбирать. Кто-то, может быть, планирует рождение малыша, беременность. Вот в конце этих 15 дней у вас ложится король кубков. Да, у кого-то здесь встреча любви, конечно, потому что здесь туз пентаклей для тех, кто в поиске любви. Это человек с полной чашей любви. Мужчины сами влюбятся, но по тузу пентаклей отношения будут очень крепкие, надежные, и, как правило, они переходят в брак. Также я уже говорила, это может быть по работе какое-то предложение. У кого-то может быть реально тут, если у вас было партнерство, может быть, вы его разрываете, принимаете решение идти каждой своей дорогой. Также здесь может быть вот именно получение при помощи этого короля. Как правило, это человек заботливый. Это тот, кто к вам очень хорошо относится. Может быть здесь или приглашение в дорогу, или может быть здесь предложение начать какое-то новое дело, новый бизнес, или может быть как протеже человек поможет вам получить новую работу. Хорошо, для тех, кто в отношениях или в браке, восьмерка жезлов, это может быть переезд, это может быть поездка в отпуск, иногда это перелет на самолете. Но здесь получение каких-то очень приятных новостей, которые вы ждали. Новостей, документов, сообщений. У кого-то может быть какая-то документация. Если у вас были какие-то ссоры, конфликты, карта говорит, что ваши отношения наладятся. То есть это как бы улучшение. Так, ну давайте одну карту. Кому-то вот надо будет куда-то уезжать. Уезжать или переезжать. Так, сейчас уточним одну карту. Здесь какие-то долгосрочные цели. Но тут еще исполнение вашей мечты. То, к чему вы долго шли. Ну, мечты у всех разные. Кто-то хотел забеременеть, кто-то хотел переехать, кто-то хотел уехать, кто-то хотел, может быть, совершить какое-то путешествие. Поэтому здесь карта говорит, или вы, наконец-то у вас появляется цель или мечта, к которой вы начинаете двигаться, или у вас она уже исполняется. Хорошо, для тех, кто в поиске, да, ищите. Туз пентаклей говорит о начале новых, крепких, надежных отношений. Уточнять я его не буду. Совет ложится паж пентаклей. Совет — это начало отношений, но здесь очень крепкая основа. Здесь есть фундамент для создания серьезных, долговременных отношений. Поэтому знакомьтесь. Для тех, кто в ссоре или кто расстался, здесь ложится ваша карта. Как бы карта говорит, что, скорее всего, лидером в отношениях были вы. Даже несмотря на то, что меня смотрят женщины. Но иногда эта карта показывает отношения с человеком, который не свободен.
Да, он прекрасный любовник, но, как правило, у него есть семья, и он расставаться со своей семьей не собирается. Да, мужчины темпераментные, очень сексуальные, отношения были, может быть, страстные. Но, скорее всего, здесь мужчина сам принял решение, будь то это вы или это ваш партнер. Ну, давайте мы уточним. Мгм. Ну, конечно, вот эта карта для мужчин может показывать вступление в брак. И у нас, может быть, женщина настаивала на женитьбе, из-за чего вы поругались. Или для женщин мужчина обещал подать на развод. Ну, так как вы расстались, скорее всего, он королева здесь кубков. Ну, тут человек женат. Да. Так, я хочу еще одну карту посмотреть. Да, ну это отношения были, но вы себя чувствовали в них одинокой, потому что человек был женат. У вас эти отношения были кармические, вы здесь отрабатывали какой-то урок. И, скорее всего, вы устали ждать. По десятке это очень тяжелые отношения. Это когда женщина считает, что это ее крест. Здесь еще могут быть, конечно, из-за чего у вас разлад-то. Тут, наоборот, карта может показывать, что у вас произошел развод, а из-за того, что у вас появилась соперница, и сейчас вы чувствуете себя оставленной со всеми своими обязанностями, ответственностью в одиночестве. Тут или карта показывает, вы устали от этих отношений, или ваш партнерша устал. Но здесь вот по десятке это очень тяжелые чувства, переживания. Давайте я вам совет, что ли, посмотрю. Для тех, кто расстался или повешенный. Да, ну вот карта говорит, на двух стульях не усидишь. И опять же, это любовный треугольник. И ничего хорошего в этих отношениях, скорее всего, для вас не было. Будь то это брак у вас распался из-за того, что кто-то появился, или вы участвовали в отношениях с несвободным человеком. Но в любом случае, если даже вы помиритесь, все останется так, как было. Конечно, решать вам. Работа, карьера, бизнес у кого есть, тут ложится дьявол. Ну, во-первых, дьявол может говорить о каком-то страстном желании заработать. Может быть, здесь еще какие-то большие деньги или есть какие-то соблазны на работе. Может быть, как-то нарушить правила, может быть, как-то нечестно заработать. Или, может быть, заработать, но кого-то обмануть. Ну, обмануть можно и государство, не заплатить налоги. То есть это может быть поддаться на какое-то искушение. Ну, еще, конечно, если вы на кого-то работаете, здесь может быть и обман, и манипуляции. То есть обещают одно, а может быть платят совсем другое. Также это могут быть какие-то нечистые предприятия, может быть зарплата в конвертах или какая-то незаконная деятельность, какие-то, может быть, фальсификации, обман. Так, давайте мы уточним одну карту здесь. Ну, также это может быть ваше желание продвинуться по карьерной лестнице. Так, ну давайте посмотрим одну карту. Ну, здесь вот что-то, срубить какой-то куш. То ли заработать, то ли получить должность, о которой вы давно мечтали. Может быть, вот эта карта и говорит, это непонятно, получите вы эту работу или не получите. А башня — это продвижение вперед, это может быть работа или повышение карьерного пути. Но развилка-то у нас легла. Тут, может быть, от вас требуется какое-то решение. Потому что если вам предлагают какую-то должность, вы страстно ее желаете, но в то же время вы боитесь, а вдруг вот я или не справлюсь, или сомнения, колебания, получится, не получится, какие-то здесь непонятности, неясности. Я говорю, тут будет зависеть только от вашего выбора. Но тут или заработать, или занять хорошее положение, у вас есть шанс. Самое главное, вот убирайте вот эти нерешительности. Может быть, еще желание взять кредит, например, на развитие, а вы сомневаетесь, вдруг я сейчас вот деньги возьму, а что там в этой стране, завтра проснешься, а там полный крах, да? Ну, тут карта говорит, что заработать вы заработаете свой урожай. Это же еще у нас как колесо фортуны, да? Это оказаться в нужном месте в нужное время, вовремя вложиться.
Но для этого нужно... Дьявол еще может показывать страхи. Потому что совет вам говорит сейчас карта: вкладывайтесь в свой бизнес, в свою работу, в обучение, для того, чтобы двигаться дальше, двигаться вперед. То есть после пажа у нас приходит уже рыцарь. Это уже движение или по карьерной лестнице, или это уже становление вас как специалиста. Но здесь может еще по пажу прийти помощь от кого-то. Помощь может быть финансами, а также помощь может быть делом, советом, для кого как. Хорошо, для тех, кто в поисках работы, ну пока пятерка пентаклей, да, работы пока не видно. Тут карта говорит, или будут какие-то предложения, но совсем ни о чем. То есть или плата какая-то совсем низкая, или условия труда очень тяжелые, или вообще нет предложений. Давайте вам совет, что ли, посмотрим. Тут вот или помощь от кого-то будет, или вам все-таки говорят куда-то уезжать. Да, давайте совет посмотрим для тех, кто в поиске. Тут или надо обучаться, пройти какие-то курсы, тренинги, не знаю, образование получить. Или здесь с кем-то нужно скооперироваться. Может быть, поступит предложение от каких-то друзей, бывших коллег. Может быть, это семейный бизнес. Вот здесь у вас сложилась тройка жезлов. И это расширение, да, это какие-то планы, это коммуникация, это заключение каких-то договоров, сделок. Это очень много общения. И новое начало. Ложится король. Король, я говорила, хорошо к вам относится. Может быть, это друг, родственник или какой-то ресурсный, может быть, человек, но заботливый. Здесь может быть новое начало, но вот с кем-то. Может быть, как протеже найти работу, но вас здесь будут оценивать. И это, как правило, карта подмастерья. То есть она может говорить, что вы получите работу. Да, вам придется еще постараться, может быть, какой-то конкурс, еще отбор. Но здесь вам нужно будет или стать кому-то под руку. То есть это карта подмастерья, это начало. Только-только зарождение, то ли какого-то сообщества, объединения, или это начало карьерного пути. Но вот опять же, может быть, для этого нужно куда-то уезжать. Или карта говорит, отказывайтесь от старых целей, меняйте полностью сферу деятельности и, может быть, начинайте что-то совсем для вас неизвестное. Вот шут. Это может быть совсем какая-то новая деятельность, где вы еще неопытны. Хорошо, финансы. Финансы у нас здесь в начале 15 дней колесница. Это поступление средств, это переезд. Тут вот у вас тоже какие-то перелеты, поездки. Это может быть поездка в отпуск, кто-то будет менять место жительства. Еще это покупка автомобиля. Вот я тут говорила для кого-то. Но в любом случае, может быть, еще, знаете, получение новой работы. Но для этого, может быть, опять же надо куда-то уехать. Семерка всегда говорит о прорыве. То есть вот седьмой старший аркан – это прорыв, это решение каких-то вопросов. Ну, мы смотрим на финансы, значит, финансовых вопросов. Или, может быть, это приход каких-то денег. Сами вы их заработаете, или вам что-то одобрят, или вам кто-то поможет. А вот в конце, для тех, кто переезжает, это может быть траты на украшение вашего дома, может быть, покупка каких-то красивых вещей, аксессуаров. Также это может быть ремонт. Еще это карта каких-то праздников. Может быть, у вас в конце этих 15 дней у кого-то день рождения, там юбилей, праздник какой-то, да, это может быть вот тратится или на подарок, или это в вашей семье, то это вот тратится на какое-то пиршество. А для кого-то здесь может быть возродить или воплотить в жизнь какие-то старые проекты. Может быть, вот при помощи вот этого короля. Но, скорее всего, это будут какие-то траты, может быть. Какие-то новые. Вот. Они даже не столько новые. Иногда вот эти две карты говорят что-то возродить, что вы отложили на потом. Может быть, не было времени или средств. Сейчас вы можете это довести до ума, но с кем-то. И получить уже свою прибыль. Еще у кого-то по деньгам
например, в начале 15 дней вы куда-то уезжаете на заработки или, может быть, командировку, а в конце этих 15 дней вы уже приезжаете, но с финансами. И совет предупреждения Паш. Паш — это всегда какие-то шансы, это может быть получение новой работы, это обучение, траты, да. Но как в совет, она может говорить: рассчитывайте на чью-то помощь, поддержку. Также будьте аккуратны с деньгами, не бойтесь учиться, получать какие-то новые навыки, опыт, знания, которые помогут вам двигаться вперед. Ну, еще здесь дороги. Карта говорит, если вкладываетесь во что-то, не кладите все яйца в одну корзину. Может быть, если есть финансы и будут, то вложитесь там в недвижимость, в бизнес, в обучение детей. То есть вот как бы разбейте это по разным отраслям. Так, хорошо, давайте получим для вас совет от Веканского оракула. Стрельцы, первая половина октября. Так, совет для стрельца. Ой. Так, ну очень много карт у меня выскочило. Сейчас. Ну вот все равно он выпал, да. Значит, надо было его сразу посмотреть. Так, 11 это Лугнаса. Перевернутое значение. Если жертва предназначена для получения духовного или магического результата, она должна быть добровольной. Не позволяйте никому настаивать на том, чтобы ваша жертва была больше, чем вы готовы отдать. Ну, а также подумайте о том, как вы распорядитесь дарами, которые вы получите. И еще у нас совет от оракула Королевы Луны. Стрельцы, первая половина октября. Gratitude — это у нас благодарность. Ну, карта говорит, будьте благодарны за то, что вы получаете. Будь то благодарность большая или маленькая, но всегда нужно жить в благодарности, потому что размещение благодарности во Вселенной приносит в нашу жизнь еще больше даров. Также благодарность повышает наши вибрации. И еще карта говорит, постарайтесь вот хотя бы в эти 15 дней отстраниться от людей, которые негативно настроены. Да, такой вам совет. Хорошо, давайте посмотрим маятник. Ответ на ваш вопрос, да или нет. Так, маятник, ответьте, пожалуйста, стрельцам на первую половину октября. Ответ на их вопрос, да или нет. О чем бы они ни спрашивали. Да, ответ да. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего.